Вы на канале Margulid Channel, и мы продолжаем прохождение 4-го Silent Hill'а. В общем, примерно разобрался вроде как, где у нас, как доставить эту бабенцию вниз. Сбегал в квартиру быстренько, взял аптечек себе. Погнали. Нам, по идее, надо вот сюда. Попадаем в зоомагазин, а там посмотрим. Тетка очень сильно тормозит. Без нее очень долго бегать. С ней точнее. Так, из зоомагазина еще одна дверь. Вот мы как раз через нее и пойдем. Там где куча привидений. Надеюсь, они не успели все встать. Дай пройти. Где баба? Где баба? Все, она успела пройти. Отлично. На земле лежит газета. Согласно данным полиции Эшфилда, примерно в 8:30 вечера свидетели, оказавшиеся неподалеку от зоомагазина Гарланда, сообщили о звуках многочисленных выстрелов, вероятно, произведенных из автоматического оружия. К моменту прибытия полиции преступник уже скрылся, а владелец магазина Стив Гарланд был обнаружен мертвым с огнестрельным ранением головы. Все животные были жестоко убиты, в магазине царил жуткий беспорядок. Кроме того, внутренние источники сообщают, что сердце Гарланда было вырезано. На его спине было вырезано 5 чисел. Ну да, ну да. Стой, там какие-то патроны? Нет? Нет. Итак, кошки мяукают, стрельба какая-то, вообще беспредел. Все. Мы на месте. Наконец-то. Надо только этих сволочей порешить. Ну, дави. И вот это там. Где у нас муха? Где он? Вот так. Все. Блин, еще одна что ли? А че она беззвучно как-то летает? Патроны, да, естественно, берем. Кстати, надо посмотреть на предмет. Часики. А, подожди, тогда они тоже тикали. Звук появился. Все, открыто. Что-то тут опасное, по-моему, происходит. Сломан. Закрыто. 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 Тоже закрыто. Что ниже? Вон там открыта почему-то дверь. Оу! Старый знакомый. Блин, от него убежать никак. Я же вроде... А нет, я его не мочил. Скорее всего, на вниз. Где баба-то? Блин, короче, тут все призраки. От слова совсем. Она решила еще помолиться до кучи. Зашибись. Ну, дай пройти. Нет. Она меня клацает. В смысле не иди так быстро? Давай вон туда впитывать. Вон у меня уже просто все снесли. Просто у меня все снесли. Давай по-быстрому пробегаем, короче.
трескнуть с этими всеми комнатами. Буду бегать по низу и ждать, пока баба доберется. Я слышу, что она бежит. Вон она. Все, бабу мы дождались. Не та дверь. Подожди, а какая тогда? Да, вот это. А поменьше народу можно сделать? Врагов тут просто тьма. Вообще, просто на каждом шагу. Это, видимо, игра отыгрывается. Давай возьмем клюшку. Блин, последняя подача осталась. Да, естественно. Да, и давай, наверное, и это тоже используем. Так, идем за бабой, короче. Где она там? Она просто застревает постоянно в каждом косяке, блин. Пошли, мандавошка. Пойдем, пойдем. Ну, та дверь. Тетя, ну давай ты быстрее. Все, надеюсь, прокатило, просто ее пустят. Да, отлично, она со мной. Просто по 8, по 5 врагов на 1 квадратном метре. Плюс еще неубиваемые призраки, которых ты до этого не замочил. Но дело в том, что у меня просто, вот, допустим, с огненным чуваком у меня тупо выбора, по-моему, не было. А, нет, слушай, я же от него убегал. Да. То есть надо каждого призрака мочить. На каждой локации, чтобы они тебе потом здесь не мешали. Это прям стопудово. Ну где она? Побежали. Да, призраки быстрее бегают. Ну где она? Еле ходит, а? Да, блядь, дайте пройти. Они нас зажали со всех сторон, суки. Где это падла? Они сейчас все сюда придут просто. И все. Ай-яй-яй-яй. Блять, она меня тянет. Твою же мать. Не дают пройти. Это элементарно.
Баба со мной. Уже хорошо. Все, кодло сагрилось на меня. Да давайте, кто-нибудь, подойдите вы на урон. Да, блядь, вы серьезно? Просто жизни вообще по минимуму. Все аптечки с расходом. А нет, слава богу. Окей. Давай хотя бы так. Жесть какая. Пошли, блин. Если бы не эту полоумную, я бы уже давно, блин, был на месте. И все было бы ништяк. Из-за нее просто вообще все, блин, руинится нахрен. Ладно, окей. Сейчас сделаем. Мы сейчас попадаем в комнату с часами, да? Нет. В комнату. Все, тетя, побежали. Пошли, ну хватит его лупить. Пошли. Я слышу, что она вроде топает. Где она? Блять. Где эта падла? Она зависает. Все, побежали. А там осталось. Она просто на каждого призрака агрится. Пошли. Она еще и убегает дальше. Все? Ну побежали, ну давай уже. Ну скорее. Все. Неужели? У меня уже полздоровья отняли из-за нее. Где она? А ее каталки, кстати, не трогают, я смотрю. А где лестница? А, вон она, там начинается. А, но лучше обезьян мочить на лестнице. Не на лестнице, вернее. Подождем. Ждем тетю. Ну, ее поперло. Надо подальше от нее отойти.
Да иди ты. Ну. Так, давай. Я не знаю, за аптечкой надо идти. Это по-любому что-то такое будет. Типа босса какого-нибудь, что-то в этом роде. Не все просто так я добирался. Аптечку надо с собой таскать. Блин, такое ощущение, что я не знаю. Как будто я себе сложность выкрутил, я не знаю, сколько на максимум вообще. Ладно, хоть с призраками пока что. Пока что с призраками не надо будет больше возиться. Просто урон везде получаешь. Получаешь его в комнате, ты получаешь его вне. Даже вот когда ты перелезаешь с этой стены, блин, сраной, и то. Как-то не очень справедливо сделано. Ну, полоумно мочится. Так, 48-90. 48-90. Все. Open. На пути обрушившаяся стена, я не могу пройти. А куда тогда? Скорее всего, сверху обвалилась стена. Думаю, я могу здесь пробраться. Ага. Я думал, уже и здесь не пустят. Так, давим. Давайте. Где остальные? Блин, мне бы бабу не задеть еще. Опять. Это жопа. Я устала. Да пошла ты нахер просто. Устала. Кстати, она мне то же самое говорила возле этой. Возле тюрьмы. Блядь, эти пчел, этих мотыльков не поймаешь просто. Неужели? Второго. А второго анимация звука... Ну, не анимация, точнее, звук не проигрался. Ладно, бабу догонит. Нет, она там урон получает. Бля, как ты достала, а? Ну, она тут мотылей насобирала себе. Нет. Что-то мне сдается, придется... С такой скоростью женщины придется на плохую концовку заканчивать, когда ее завалят. Не оставляй меня одну. А что я сделаю, если ты дамага впитала хрен знает сколько? Он тут самобичеванием еще занимается. Еще в тему. Все, пойдет? Ну, чуть вроде бы быстрее бежит. Я никогда не кончится эти мотыльки. Они, главное, за ней бегут. А ты за мной не хочешь? И она их не бьет. Больше. Аптечка. Ну, ни хрена себе. Мне аптечку целую дали. Его помать. Ну, такие спустились мы. Все, отдышались. Пошли дальше.
Это босс. Причем какой-то дикий босс. Как его мочить? Они, короче, быстро спускаются. Надо всех убить? И по очереди или как? О. Одного ловишь, и все урон получает. Эх, не успел. Ладно. Ну, вроде натыкал ему. Нет, не этот. Это... Ай-яй-яй. Я не успел. По идее, по центру вроде должен прокатить. Нет, не этот. Какой из них? Все, и баба села. Походу бабе хана. Я тут сам прилично уже дамага получил. По идее, они должны быть рандомно. Нет, не этот. Вот этот, походу. Нет, не этот. Блин, а какой из них? Нет. Давай вот этого посмотрим. Нет, не это. Вот это вот тогда. Нет, не этот. Я не пойму. По-моему, они должны быть последовательности какой-то. Тупо на удачу их мочить. Давай вот дальнего. Один вот здесь спускается. Суки, они сносят-то прилично. Ай, нет, да не того ты лупишь. Ну твою же мать. Нет, не этот. Ой, бля. Вот, наконец-то. Максимально попытаюсь в него влить. Мне примерно один удар остался. Нет, не этот. Все. Мне хана. Все, очнулась.
Блин, а давай ее тут оставим. Вдруг прокатит. Нет, она все равно со мной. Так, по-моему, первый вот тут. Нет, не тут. Может, тут? А что, ниже-то не спускаешь? Не вам. Может, здесь? Ощущение, то, что они правда случайно, просто вот ты должен угадать, кто из них. Нет. Нет, не этот. Не этот. Ну ты по очереди, блин, получи. Блять. Я так всех не завалю. Чтобы добраться в самую глубину, ты должен победить единственную истину. Сделать так, и дверь отворится. Ну понятно. Надо одну картину искать. Мы оба получаем просто по щам и все. Ну вот как от них уворачиваться? Кого искать? Они все одинаковые, если эти картины. Нет. Не это. Все, мне хана. А бабу отпустит? Не этот. Какой-то да из них. Нет, не этот. Может, вот этот? Надо выбрать одного из них. Это я понял. Да, если бы они дали бы еще к тебе подойди. Нет, не этот. Вот он. Все. Неужели? Замок открыт. Останавливаемся. И погнали. Все по идее. Добираемся до следующей локации.
По идее, следующая локация у нас должна быть с комнатами. Будем, как говорится, посмотреть. По-моему, в этот момент уже должно быть сохранение, разве нет? Да, вот он. Так, ну... Выкладывать, добрать больше нечего. Там у меня осталась одна аптечка и одна ампула, и все. Там малой какой-то трясется, стоит. Все, я дошел до самого низа. Генри, ты идешь слишком быстро. Ну, конечно. Ты же у нас раненый. На земле лежит дневник. Сегодня мне приснился странный сон. В нем был мужчина с длинными волосами и в плаще. Он плакал и снова искал свою мать. Я видел этого мужчину в плаще 10 лет назад в нашем доме. Он поднимался по лестнице, неся тяжелый инструмент, старую на вид чашу и сумку, из которой капала кровь. С тех пор я больше никогда его не видел, но несколькими днями позже соседи жаловались, что они слышали странные звуки, доносившиеся предположительно из пустовавшей квартиры 302. Поэтому я осмотрел квартиру 302 и нашел следы чьего-то пребывания там, но ничего более. Но именно тогда все и началось. Я до сих пор слышу странные звуки, доносящиеся из окна квартиры 302. Сандерленд. Окей. Заходим прямо в свою комнату. В ту, которую нельзя было попасть, когда я был первый раз в этом мире. В свечках. Слушай, это по-моему, моя хата. Ну точно, вон дурак в бабе. Что у нас тут? Здесь старинная книга с картинками и красная книга. Жили-были мама с малышом, связанные магической нитью, но однажды нить порвалась, и мать заснула. Ребенок остался совсем один. Но у малыша появилось много друзей в доме желаний, и все они были очень добры к нему. Малыш был счастлив. Друзья рассказывали ему, как разбудить его мать. Тогда ребенок сразу же пошел к ней и стал ее будить. Но мать не просыпалась, как бы он ни старался, она не просыпалась. Потому что тот, кто пытался разбудить на самом деле, был дьяволом. Ребенка обманули, бедный малыш. Ребенок плакал и плакал и плакал. Когда он думал о матери, он вспоминал то ощущение соединения с ней через магическую нить. Думаю, это имеется в виду, пуповина, которая воняет. И тогда луч света сошел с небес. Свет был очень теплым, и малышу стало так хорошо. Когда ребенок посмотрел на свою руку, он увидел в ней магическую нить. С нитью, зажатой в руке, ребенок полный счастья заснул. Еще что-то. Багровый том. Та, что зовется Святой Матерью, ничуть не является святой. Нашествие Святой Матери – не что иное, как пришествие дьявола. То, что зовется 21 таинством, ничуть не священно. 21 таинство – не что иное, как 21 ересь. Подождать царство греха в благословенном царстве Господа нашего есть богохульство и дело рук дьявола. Коль желаешь ты остановить пришествие дьявола, ты должен похоронить часть плоти матери колдуна внутри истинного тела колдуна. Часть матери, ну, получается, в нем как-то пуповину надо обратно в него запихать, что ли. Ты также должен пронзить плоть колдуна 8 копьями пустоты, тьмы, мрака, отчаяния, искушения, источника хаоса, бдительности. Слушай, ну вот эти вот таблички-то были как раз с этими названиями. Сделай так, и нечестивая плоть колдуна станет тем, чем когда-то была по милости Господа нашего. Бреда сколько, а? Сколько бреда всяческого. Так, ну давай еще сюда вот зайдем. Закрыто. Этот лист красной бумаги. Что с этой квартирой? Она вся в крови и ржавчине. Это моя квартира. Но что, черт возьми, с ней случилось? Это квартира, это действительно моя квартира. Она в ужасном состоянии. Воздух такой тяжелый, аж голова болит. Жуть, похоже на лицо. Что за чертовщину я пишу, Джозеф? 2 августа. Записулечек, а? Так. Дальше.
Я не могу разрушить стену. 3 августа, Джозеф. Когда колокол зазвонит, Айрин, тело матери, кровь. Ну, допустим. Пытаюсь просто в голове пока все это дело связать. Багровый том. Похоронить часть плоти матери колдуна в истинном теле колдуна. Часть плоти равно квартира управляющая. Квартира управляющая — это комната 105, кстати. Слушай, что-то мне сдается, то, что надо было в своей комнате ключи от этих дверей взять. Врата, да. Зачем мне разрушать эту стену? Ну, конечно же, полезем в дуру. Ну, что же нам еще остается-то? По идее, мы еще должны оказаться в этих комнатах в отеле. Нет? Ладно. Я даже туда смотреть не хочу. Там трешак полнейший. Еще какая-то записка. Номер 1. 10. Сердце. Серде. Номер 2. 10. Номер 3. 10 сердец. 10 сердец Стив Гарл. 10 сердец Билли Локтейн. 10 успокоения Уолтер Салливан. Он 11, кстати, почему-то. Пустота, темнота, мрак, отчаяния Джозеф Шайбер. Искушение Синтер. Бдительность Хаус. Мать Айрин Галвин. Мудрость Генри Таушет. Ладно. Так, там призрак какой-то вылезает уже. Явно надо будет с собой ключи брать. От этого всего. Ключи от квартиры. Так, нет. Это тоже не нужно. Ну, блин, давай, наверное. Нет, ладно, не будем брать. Возьму-ка я с собой меч. На всякий случай. Пусть один, но возьму. То есть с одной дыры мы залезаем в другую дыру. Принять. Почему я тут оказался? Надо что-то сделать. Пацаны. Баба вся переливается. Ну, дамага она получила прилично. Это он. Вы неплохо потрудились, раз забрались так далеко. Позвольте мне рассказать кое-что о нем, Уолтере Салливан. Когда он был маленьким мальчиком, он уверовал, что моя квартира на самом деле была его родной матерью. Он решил освободить ее от грязи и порочности этого мира. В сиротском приюте он изучил 21 таинство, единственный способ очистить ее. Затем он исполнил ритуал святого успения и создал этот искаженный мир. Теперь он стал не более чем бесчеловечной машиной для убийства. Что ж, сейчас он мертв, но он все еще пытается завершить 21 таинство. Сюр полнейший. Его детское желание вернуться в лоно своего рождения разделило его. Он в пизду обратно хочет залезть, походу. Теперь его детская сущность возникла в этом мире.
and soon И вскоре он планирует завершить свою работу. his work. The 21. 21 таинств. Number 20. Номер 20. Перерожденная мать. Айлин Галвин. Это которую мы с собой таскаем всю игру. Number 21. Номер 21. Получатель мудрости. Генри Таушет. Это наш, собственно, главный герой. Henry Townsend. Even now, Даже сейчас, может быть, еще не поздно. too late. Follow. Следуйте багровому тому. Остановите его. Stop. If not, Иначе, куда бы вы ни бежали, он поймает вас. he will catch you. Find Найдите его истинное расположение. his true location. It must. Оно должно быть неподалеку. Вы должны убить его. You must kill him. You must kill. Повторяется. Вы должны убить его. Kill. Убить. Kill. Это меч какой-то. Торопитесь. Ее поглощает. Она номер 20. Перерожденная мать. Number 20. Но она уже неплохо так поглотила дамага. За всю игру-то. The Crimson Tome. Багровый том. Obey. Следуйте багровому тому. Tome. Kill him. Убейте его. Должны убить его. Kill. Зачем это повторять еще? Я уже понял. То, что его убить надо. Kill. Kill. Так и живем. Киляй, говорит его, киляй. Ну, наверное, надо вернуться, да, чтобы что-то взять. Вот это вот. Кирка. Из стены торчит кирка. Возьмем. Всё, места у нас особо-то и не осталось больше. Подожди. Стойка. Я не могу здесь это использовать. Она, да. Она оружием не считается. Может быть, вот здесь? Тоже нет. Нет. Не может он здесь использовать. Шаришь? Тоже нет. Дверь закрыта. Да нет, вряд ли мне сюда. Сообразить пока не могу, что делать-то. Нет. Так, но с этой дыры появляйся себя в комнате. Оттуда как бы никак. Здесь у нас тоже особо. Ты врешь. Очень интересно. Нет. Может быть, попробовать раздолбать ее? Не, просто такие глупые удары в никуда. Наверх подняться. На сам. Здесь не может это использовать. Ну давай еще разок я пробегусь, попробую выйти отсюда. Ну, других просто вариантов нет. Может быть, дверь вообще в квартиру открыта, кто знает. Ни хрена не понял, но очень интересно.
Это мой труп. Симпатично. А призрак лезет на меня уже. Вовсю, и здесь тоже. Делать-то что? Слушай, блин. Может, Ване попробовать дырку разбить? Батя, они мне жизнь-то снесли. Там же она была в ванне замурована, дыра. А потом я начал ходить через кладовку. Ишь ты, ходит тут. Ходит. К тому же там что-то грохнуло. Это показал. Тоже не может здесь использовать. Так, контрапупили меня. Ладно, на этом будем серию заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Будем разбираться в следующей серии, куда же нам пристроить крюку и как попасть или выйти отсюда. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем удачи и пока.